После выхода третьей части серия Mortal Kombat стала заметно меняться. Хотя та же тройка привнесла в нее уже немало нового. Но с выходом мифологии Sub-Zero франшиза стала предлагать более понятный и однозначный сюжет, который не нужно собирать из концовок, биографий и старых комиксов. Хотя они все еще сильно помогали понять, что происходит во вселенной МК. Со временем стал делаться более явный уклон в азиатские культуры и мифологию. Старых персонажей пытались сделать максимально непохожими друг на друга, чтобы никто больше не мог сказать, что Рептилия или Смоук, например, это всего лишь перекрашенный Скорпион. Да и время настало другое. Технические возможности позволяли привнести больше разнообразия, больше фольклора и какой-то идентичности в Mortal Kombat. И на фоне этой трансформации в серии стали появляться огромное множество новых персонажей, каждый из которых должен был стать оригинальнее предыдущего и в 2 раза оригинальнее позапрошлого. Только при этом появились Кира, Фрост и Кобра. Сама оригинальность просто. Но когда серией еще занимался Джон Тобайас, когда он работал над персонажами мифологии Sub-Zero, вышедшей в 97-м, в Mortal Kombat появился персонаж, который очень полюбился фанатам. Это Сарина. Много лет ее пытались добавить в основную серию, но воплотили это только в Армагеддоне, и с тех пор мы максимум видели пару ее камео. Но фанаты продолжают ждать ее в современных играх. Давайте вспоминать, что это за персонаж. Если вы любите видеоигры, заходите на diffmark.com. Это площадка, где вы можете купить игры для ПК и консолей в виде ключей или аккаунтов, а также можете пополнять виртуальные кошельки и покупать внутриигровую валюту. Заходите на сайт, выбираете товар и продавца, оплачиваете удобным способом, который подходит вам, а Diffmark предоставляет гарантию на покупки в течение 180 дней, плюс круглосуточную поддержку в чате, чтобы обезопасить покупателей и помочь в случае необходимости. Кроме игр, на Diffmark можно купить любой софт для ПК, от антивирусов до Windows, а также карты пополнения для различных сервисов, например, Spotify, Google Play и iTunes. В общем, товаров много, остается только выбрать продавца с подходящей ценой. По моему промокоду KULT вы получите скидку 10%. Промокод нужно ввести в отдельное поле на странице с выбором способа оплаты. Поэтому переходите по моей ссылке в описании, чтобы применить скидку, выбирайте то, что нужно, и пользуйтесь. Сарина — это демон из братства тени Quan Chi. Хотя, учитывая, что сначала там были одни женщины, я бы назвал это сестринством. Ну да ладно, суть понятна. Quan Chi поручил Сарине и ее напарницам Кие и Джатааке убить Sub-Zero во время событий Mythologies. Криомант следовал за Quan Chi, чтобы вернуть амулет Шинока в земное царство. Братство Тени — это фракция, которую возглавляет Quan Chi. Они поклоняются Шиноку и стремятся освободить падшего старшего бога. И естественно, Кия, Джатаака и Сарина не единственные ее представительницы, они просто одни из известных нам. К Братству Тени также относятся Нуб Сайбот, например, и Ревенанты в новой хронологии, хоть они и служат Quan Chi невольно. Ну и не стоит забывать про Рейко. Он хоть и генерал армии Шао Кана и предан императору, но при этом тоже состоит в Братстве Тени в 4-й части. Кстати, в 90-х на официальном сайте МК4 под биографией Рейко была строчка «Связи». Ну то есть с кем персонаж имеет какую-то связь во вселенной Mortal Kombat. Там были указаны Кия и Сарина. Но это единственное упоминание о связи персонажей, потому что в дальнейшем эту историю замяли, и между Рейко и Сариной из общего только похожие татуировки на лице и символы Братства Тени на одежде. Ну, у Сарины еще на плечах. Татуировки — это своего рода атрибут принадлежности к Братству Тени, но при этом не все члены Братства имеют такие татуировки, и наоборот, не все, у кого есть татуировки, являются членами Братства. Например, у Шан Цуна в 3-й части тоже такие же татуировки на лице, но он не член Братства Тени. Знаете, чем интересны вот такие обрывистые куски информации? Сейчас фанаты могут спорить о том, что канон, а что нет, строить какие-то теории, обсуждать расхождения, но фактически мы видим, что в то время авторы сами не до конца знали, что они делают. То есть в первую очередь они делали игру, дизайн персонажей, а уже как их связать – дело третье. И как мы видим, относились к этому они не очень ответственно. Тогда не было кинематографических сюжетов в Mortal Kombat. Но вернемся к Сарине. Она, напомню, демон, но не такой же, как, например, Драмин и Молох. У нее больше общего с Ашрой.
При этом реальная внешность Сарины, как описывается, ужасающая. Но магия Quan Chi позволяет ей выглядеть привлекательной девушкой, и для Сарины это важно. Это основной способ Quan Chi манипулировать ей. Тем не менее, она мечтает о свободе и не хочет служить преисподней. Когда Quan Chi отправляет своих убийц остановить Бихана, старшего Саб-Зиро, им не удается выполнить задание. Криомант убивает Кию и Джатааку, но Сарину по каким-то причинам оставляет в живых. Это, конечно, вариативный момент, ведь играя в Mythologies, игрок может и убить Сарину, но согласно каноничным событиям, Саб-Зиро оставляет демоницу живой. В благодарность Сарина помогает Криоманту в битве с Quan Chi, а после победы просит Бихана забрать ее с собой в Земное Царство. Кажется, что между ними устанавливается какая-то связь, но Саб-Зиро даже не успевает ответить Сарине. Ее убивает Шинок. Ну, точнее, так кажется, что убивает. В Mythologies Сарину сделали своего рода любовным интересом старшего Саб-Зиро, хотя по факту там никаких откровений не происходит и никогда не произойдет. То есть Сарина всегда будет благодарна Бихану, захочет помочь ему в будущем, но вот прям про любовь, поцелуи и 3 детишек полудемонов-полукриомантов нигде не говорится. На самом деле это уже мы, фанаты, по большей части додумываем, но к этому определенно были предпосылки. Даже в одной сцене кажется странным, что Сарина спорит с Quan Chi о том, стоит ли отправлять особых воинов, чтобы остановить Саб-Зиро. То есть она как будто изначально не хочет, чтобы его убили. Кстати, Сарину в Mythologies сыграла Леа Монтелонга, та же девушка, с которой записывали спрайты для Синдел в 3-й части Mortal Kombat. Конечно, кат-сцены игры не тянут на Оскар, но, по-моему, Леа все равно отлично выглядит в образе Сарины. Как ни странно, но уже в следующем 98 году 3 убийцы Quan Chi появились в сериале «Завоевание», то есть они стали своего рода дополнением образа некроманта. Но в сериале это другие персонажи – Мика, Сора и Сиан. Причем даже если сопоставить девушек из игры и сериала, не совсем понятно, кто из них заменяет Сарину, если так можно сказать. То есть в игре Сарина наиболее важный персонаж из 3 убийц Quan Chi. В сериале условный лидер среди девушек – это Мика. Только она довольно дерзкая и агрессивная, по сравнению со спокойной и покорной Сариной. В общем, этих персонажей часто обсуждают в рамках одного контекста, но фактически они совершенно разные, просто одни основаны на других. Сарину хотели добавить в 4-ю часть Mortal Kombat. Тогда была конкретная цель – в ростере должны быть несколько персонажей из Mythologies. Ими стали Шинок, Quan Chi и планировалась Сарина, но ее место занял Фуджин. Затем ее хотели добавить в 5-ю часть, даже начали создавать модельку. Но, насколько я понял, не успели ни модель доделать, ни уж тем более проработать ее геймплей. Игру нужно было выпускать, поэтому в Смертельном Альянсе Сарины нет. Но в событиях 5-й части она так или иначе участвует. Дело в том, что первая играбельная версия Сарины появилась в Mortal Kombat Tournament Edition. Это порт Смертельного Альянса для портативной консоли Game Boy Advance. Порт был разделен на 2 части, и Tournament Edition — это 2-я часть. Так вот, там рассказывается, что в конце Mythologies Шинок не убил Сарину, он только уничтожил ее человеческий облик. А уже в виде демона она была изгнана в преисподнюю, где по плану Шинока должна была подвергаться вечным мукам. Какое-то время она скиталась и мучилась в преисподней, пока происходили события первых 4 частей. То есть Mythologies — это приквел, и в этой части ее изгнали. Затем происходят события с 1 МК по 4-ю, а Сарина в это время все еще в преисподней. Но в конце 4-й части в преисподней из-за Скорпиона и собственной тупости оказался и Quan Chi, который в будущем к событиям Смертельного Альянса найдет заброшенный портал и сбежит во внешний мир. Туда же за ним последуют Молох и Драмен, и таким же образом из преисподней выберется Сарина, которая все еще выглядит как безобразный демон. Но согласно ее биографии, она научилась использовать энергию внешнего мира для поддержания своей человеческой внешности. Ну, допустим, там воздух пропитан магией. Спустя время Сарина встречает Куай Лиэна, младшего Саб-Зиро, и рассказывает, что когда-то его старший брат Бихан пощадил ее, а она помогла ему остановить Quan Chi. Куай Лиэн посчитал, что обязан Сарине за помощь Бихану, и предложил ей вступить в Лин Куэй, на что Сарина, конечно, согласилась, ведь ей было просто некуда идти. Куай Лиэн дал ей устройство, которое помогло бы найти убежище Лин Куэй, а сам отправился в преисподнюю на поиски брата и друга, Нупсайбота и Смоука, желая помочь им освободить от зла. Сарина тайно последовала за ним, переживая, что в одиночку он не справится. Но в преисподней ей стало тяжелее поддерживать свой человеческий облик.
а само царство влияло на ее сознание, подталкивало к мыслям о предательстве Саб-Зиро, но она смогла их преодолеть. Куай-Лиэн нашел брата и друга, но вразумить их не удалось, и они убили бы его, но в этот момент ему и помогла Сарина. Вместе они обратили в бегство Нупсайбота и Смоука, но этим двоим удалось во время битвы на время лишить Куай-Лиэна сознания. Измотанная битвой Сарина больше не могла сохранять свой человеческий облик, она снова превратилась в демона, и в этот момент Куай-Лиэн пришел в себя. Естественно, он не узнал Сарину и напал на нее, посчитав, что перед ним просто какой-то демон. Сарина не хотела навредить Саб-Зиро, поэтому решила сбежать. Только далеко она не ушла, почти сразу ее поймали Нуп и Смоук, которые доставили Сарину к Quan Chi. Некромант стал манипулировать ей, объяснять, что она демон, зло, и никогда не сможет стать кем-то другим. Только его магия может поддерживать ее человеческий облик, пока Сарина служит Quan Chi. Сначала Сарина отказывалась вновь служить некроманту, но когда он вернул ей облик красивой девушки, тогда она сдалась. И что важнее, отдала артефакт, который указывал на местоположение нового штаба Лин Куэй. Тот артефакт, который ей дал Куай-Лиэн перед тем, как отправился в преисподнюю. У меня никогда не было геймбоев, и я не знаю реальных ощущений от игры в порты Смертельного Альянса. Судя по отзывам и оценкам, игры получились в целом неплохие. Но сейчас, конечно, спустя 20 лет после выхода, трудно оценивать их качество, да это и не нужно. Здесь Сарина заимствует боевые стили Сони, Фрост или Мэй, которые были доступны в первой части порта, а в Tournament Edition их нет. Персонажей разделили на две части. У нее здесь даже есть фаталити. Она наносит серию ударов ногой, а затем добивает противника. И это единственная фаталити персонажа за всю историю серии. Я не буду преувеличивать ценность Tournament Edition. Это портативная игра своего времени, но лично я ценю ее именно за первое появление Сарины в качестве играбельного персонажа. Здесь, кстати, моделька Сарины основана на той, которую создавали в конце разработки Смертельного Альянса. У Сарины есть совсем небольшое камео в Mortal Kombat Deception. Там ее может встретить Шуджинка, путешествуя в преисподней. Сарина скажет, что ее разыскивает Братство Тени, и попросит Шуджинка не говорить никому о том, что он ее видел. А вот полноценное появление в основной серии состоялось только в Mortal Kombat Armageddon. Причем там появляются все три девушки – Кия, Джетаака и Сарина. Как и прежде, они служат Quan Chi, и в сюжете появляются ненадолго. Некромант приказывает девушкам убить Тейвена, чтобы помешать ему добраться до Блейза и заполучить силу Элементаля, потому что Quan Chi и Шинок на стороне его брата и конкурента, Дейгана. Ну точнее, им выгоднее, если силу Блейза получит именно он. Хотя по факту они только делают вид, что им это выгодно, ну короче там все запутано, не об этом сейчас. Тейвен, конечно, побеждает девушек, и больше они не появляются. Насколько я помню, это довольно сложный поединок, потому что убийцы Quan Chi нападают сразу втроем, но после победы игрока награждают альтернативным скином для Сарины. Сама по себе в ростере она совсем непростой в освоении персонаж. В этой части ей дали боевой стиль Ба Шан Фэн, который раньше принадлежал Хатару. И этот стиль не может похвастаться обилием длинных комбо, максимум трехкнопочные, да и во время жонглирования нужно контролировать дистанцию, постоянно подходить или отходить от подброшенного противника. Но зато у нее есть очень быстрый проджектайл, которым она может спамить как бешеная. Сарина кидается ножами, и это самый быстрый проджектайл в Армагеддоне. При этом она хорошо сокращает дистанцию. У нее есть выпад ногой и рывок с ударом руки, который лаунчит противника и позволяет комбить. Есть еще движение, как у Тейвена. Сарина отскакивает назад, после чего делает выпад рукой. В качестве оружия она использует меч Клык Демона, и в отличие от большинства мечей в игре, у этого оружия нет хороших нижних атак. Вообще боевка Сарины это либо зонинг, либо упор именно на воздушные комбо. С их помощью можно нанести самый оптимальный урон. Хотя Сарина особо не участвует в сюжете, но мы можем видеть последствия ее действий. Если помните, по сюжету Тейвен проникает в храм, где основан новый штаб Лин Куэй, чтобы найти доспехи, оставленные матерью. Там он встречает Саб-Зиро и помогает ему отбиться от Смоука и Нуба. Так вот, судя по всему, это последствия того, что Сарина сдалась Quan Chi и отдала злодеям артефакт, указывающий на штаб Лин Куэй, и они напали на него как раз в тот момент, когда туда прибыл Тейвен в Армагеддоне. Но при всем Сарина это положительный персонаж. Даже в ее концовке рассказывается, что если бы она получила силу Блейза, то внезапно обрела бы способность замораживать как братья Саб-Зиро и вместе с младшим из них пошла бы убивать Quan Chi. Как мы видим, в основной серии у Сарины всего одно полноценное появление, и то она использует чужой боевой стиль.
Но тем не менее персонаж очень полюбился фанатам. И так или иначе, Сарина фигурирует в новой хронологии, но скорее как фан-сервис. В 10-й части она помогает спецназу отбиться от ревенантов и демонов в преисподней, а в диалоге с Китаной пытается помочь ей избавиться от власти Quan Chi, как когда-то ей самой помог Бихан. Вразумить ревенантов невозможно, но тут интересно другое. Это второй реверанс в новой хронологии в сторону событий Mythologies. Первый был в 9-й части. Из этого следует, что события Mythologies произошли и в новой хронологии, но возможно и скорее всего несколько иначе. Ведь в спин-оффе Бихан не пытается наставить Сарину на путь добра, он только щадит ее. А в новой хронологии, очевидно, он повлиял на нее гораздо сильнее. Еще узнать бы как, хотя бы в комиксе, и авторам цены бы не было. После этого камео многие ожидали увидеть Сарину в 11-й части, и она там появилась, правда только в концовке Кабала, как ни странно. В его эпилоге мы видим, что он вернул песочные часы Хроники в обмен на спокойную жизнь, а также нам показывают Сарину, очевидно в роли жены Кабала и 2 их детей. Это, конечно, супер странно, но с другой стороны приятно, что персонажи не забывают. Вполне возможно, что Сарине найдется место в будущем. Ее история очень тесно связана с братьями Саб-Зиро, и естественно, если их историю когда-нибудь будут развивать, то может и про Сарину расскажут чуть больше. Посмотрим, а пока не прощаюсь. With previous songs.